Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать всех новичков своего канала. Заходите, оставайтесь, здесь интересно. А также спасибо отдельное всем подписчикам, а также постоянным зрителям своего канала. Спасибо за ваши отзывы, за ваши предложения. Вообще за ваши комментарии очень классно читать, очень здорово. Я стараюсь всем отвечать, чуть попозже, чуть пораньше, да, но отвечаю всем. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать, когда новые видео будут. А тот, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. Я к вам с новым узором. Вот с такими ниточками мы с ними уже работали, да. Кто видел, знает узорчики. Это у нас получается Ярнар джинс, хлопок с полиакрилом. Моточки небольшие, 50 грамм, 160 метров. И здесь нам производитель рекомендует брать крючок. Сейчас сфокусируется 3,5 миллиметра. Вот наша рабочая лошадка, 3,5 миллиметра. Девчат, кто вяжет, да, кто, может быть, начинает, как бы нет предела совершенству. Это крючки, так скажем, ну, не то чтобы самые лучшие, да, хорошие, так скажем, крючочки, но есть и лучше. Так что смотрите, заглядывайте в магазины, консультируйтесь, пусть вам посоветуют, чтобы он лежал удобно в руке и прям сам вязал. Итак, начнем давайте с такого нежного фиолетовенького, да, сиреневенького цвета. Давно такого не было в узорах. Кто видел мои видео, знает. А кто не видел, обязательно посмотрите, лайкните, прокомментируйте. Я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек, да. Этого вполне достаточно нам будет, чтобы рассчитать то или иное изделие. Сегодня наш узор будет состоять, раппорт у него из 3 петелек. И чтобы красиво закончился, да, мы наберем 31 петельку. Угу. Итак, зафиксировали нашу первую. Мы ее не считаем. И начинаем. 31 петелька. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот. Вот наш будущий образец. Для удобства я рекомендую вам набрать весь ряд столбиками с накидом. Можно без накида, да? Давайте сделаем с накидом. Раз, два, три. Теперь считаем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. И в пятую петельку мы вяжем столбик с накидом. Есть. И так весь ряд провяжем столбиками с накидом. Для чего? Объясняю. Новичкам тяжеловато сразу же вязать от цепочки узорчик. Так? А когда столбики, они петельки не теряют. Если вы супер-мега специалист классный, конечно, начинайте от цепочки. Тут как бы вопросов нету. А новички, вы можете набрать столбик с накидом, да, весь ряд так вот, либо столбик без накида, так, то есть как вам будет удобнее, как вам будет комфортнее, как вам быстрее. Таким образом вы отработаете сами столбики, да, как их вязать. Итак, давайте все, меньше слов, больше дела, довязываем до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Красота. Так, вот мы связали нашу дорожку, вот такая вот красота получается. Что делаем дальше? Этим же цветом мы с вами набираем 3 петли подъема. Раз, два, три. Дальше поворот. Теперь мы делаем накид, пропускаем одну петельку, один столбик, и во второй столбик вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Дальше накид, пропускаем опять, только здесь 2 столбика, раз, два, и в третий вяжем опять 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Вот такие вот у нас будут получаться, ну, небольшие, да, малюсенькие веерочки такие, да. Идем дальше. Опять накид, 2 столбика пропускаем и в третий вяжем столбики с накидом в количестве 3 штук. То есть вот такие вот небольшие веерочки, мини-веерочки, да, мы вяжем до конца ряда. Понятно, да? Несложно. До конца ряда. 2 столбика пропустили, в третий вяжете 3 столбика. 2 пропустили, в третий вяжете 3 столбика и так далее. В конце ряда я вас встречу, покажу, что будем делать дальше. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот довязали, получается, до конца ряда. Так. И здесь у нас, получается, остается последний столбик. Мы его просто провязываем столбиком. И сейчас я вам покажу очень один интересный способ. Наверняка вы его знаете. Петельку оставляем. Так. У нас сейчас будет присоединяться второй цвет.
И второй цвет я предлагаю вам начинать не отсюда, так, потому что у нас будет каждый ряд меняться цвет. Мы, чтобы не отрезать, да, постоянно ниточку, мы придумаем вот такую штуковину. Ну, как придумаем, это уже известно. А я вам покажу. Итак, здесь мы зафиксировали отдельно белую ниточку. Так, сейчас. Оп, петелька. Что мы делаем? Вот самое начало ряда, не там, где мы оставили нашу ниточку, да, а переходим в самое начало, там, где у нас были 3 петельки подъема, мы берем и соединяем нашу беленькую ниточку, взяли петельку, протянули, видите, захватили ниточку, протянули, оп, все, соединили беленькую ниточку с нашей сиреневой. Делаем 3 петли подъема, 1, 2, 3, дальше накид и шагаем, вот наш веерочек из 3 столбиков, мы шагаем между веерочками, вот сюда, хоп, ниточку вытянули, и теперь вяжем столбик с накидом, но вытянутый. Вначале 1 петельку, потом 2, потом 2. Дальше воздушная петля. Вот видите, наш веерочек. Мы шагнули слева от веерочка, теперь возвращаемся вправо от веерочка. То есть вот этот столбик у нас не считается. Самый первый, который вот этот. Шагаем вправо от веерочка, захватили опять ниточку и провязываем вначале 1 петельку, потом 2, 2. И сразу же шагаем за следующий веерок. Оп, провязали 1 петельку, 2, 2, воздушная петелька и опять накид, и возвращаемся перед веерочком. Хоп, ниточку вытянули, 1 петельку, 2, 2. У нас должны получаться вот такие вот крестики, видите, беленькие. Они как бы будут окутывать наши вот эти маленькие веерочки. Еще раз, накид, шагнули за веерочек, 1 ниточка, 2, 2, воздушная петля и перед веерочком, хоп, очень просто, 1 ниточка, 2, 2. Вот у нас уже вот такие вот 3 крестика. Класс, зацените. Итак, давайте дальше самостоятельно. Это очень просто. Дальше до конца узора, до конца ряда дойдем, а тут я вам покажу, что будем делать с этой ниточкой. Угу. Давайте. Так, смотрите, какая получается красота. Вот они наши крестики. Так, будут крестики-нолики. И вот смотрите, мы должны закончить столбиком с накидом. Так, то есть мы с вами делаем накид и провязываем. Вот видите, столбик же стоит, мы не учитываем петельку. Вот столбик стоит, вот мы сюда и заканчиваем. Хоп, провязали и оставили петельку. Заметьте, мы ничего отрезать не будем, мы не будем расточительными, мы просто поворачиваем наше вязание. Сейчас разберусь с петельками. И берем, продолжаем сиреневой ниточкой. То есть следующий ряд у нас будет сиреневой ниточкой. Так. Сделали 3 петельки подъема, да, ну, чтобы подняться до беленькой ниточки. Так, вот он наш столбик, и мы в него присоединяемся. Хоп, соединительной петелькой. Хоп, есть. Что делаем дальше? Дальше мы будем точь-в-точь повторять вот этот вот наш первый ряд сиреневый. 3 петли подъема. 1, 2, 3. И вот эти вот наши веерочки мы будем вязать вот сюда. Вот, видите, между крестиками, да, между вот полосочками у нас была одна воздушная петелька. Вот сюда мы и будем делать наши 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И сразу же перескакиваем в следующую такую вот арочку в крестик. Так, 1, 2, 3. Класс. Смотрите, как классно получается. Дальше самостоятельно. Справитесь? Я уверена, что справитесь. 1, 2 и 3. Смотрите, доходите до конца ряда и опять оставляете петельку сиреневую, да? А отсюда начинаете беленькой. Вот, петелька наша осталась, и от нее начинаете вязать. Но я вам покажу еще раз. Давайте сиреневенько до конца, а потом еще раз покажу, как беленько начнем. Давайте. Так, смотрите. Вот, еще раз сиреневый ряд прошла. Закончили вязание. Веерочек, столбик с накидом, петельку оставляем. Возвращаемся сюда к нашей беленькой ниточке. Так, вот наша петелечка. Точно так же мы поднимаемся. Так, петельки подъема. Поднимаемся до сиреневенького ряда.
Так, раз, два, три. И соединяемся с верхушкой, вот с этими тремя столбиками, ой, с тремя петельками подъема. Оп, соединились. Все, мы уже на ряду. Итак, 3 петли подъема. Раз, два, три. Накид. И точно так же мы окружаем наш веерочек. Сначала слева, потом справа. И столбик у нас здесь будет вытянутый. Одна петелька, 2, 2. Воздушная петля, не забудьте. Опять накид. Хоп, одна петелька, 2, 2. Накид. Следующий веерочек слева. Одна петелька, 2, 2. Воздушная петля. Так. Накид. И с правой стороны захватываем веерочек. Оп. Протянули ниточку. Одна петелька, 2, 2. Понятно? Вот такая вот будет красота. Давайте вырастим наш узорчик на несколько рядочков вверх. Посмотрим и замерим, что получается. Я думаю, получается огонь. Так, давайте. Так, смотрите. Связала несколько рядочков. Вот такая красота получается. Вот такие вот крестики вот с такими вот ноликами. Назовем их так. Да? Прикольно. Что одна, что другая сторона классная, да, потому что и так вначале поворачиваются в одну сторону веерочки, потом они возвращаются в другую, потом опять изнаночная, а потом опять лицевая, точно так же и крестики. Так что узорчик универсальный, классненький. Гляньте, он так не очень, да, а вот так хорошо тянется. Прикольный, согласитесь, да? Наверное, все-таки лучше двумя цветами, да? Хотя и одним, а может быть и тремя. Ну, прикольный будет. Мне нравится. А вам? Напишите комментарий обязательно. Итак, давайте померим. 31 петелька у нас, да, то есть в среднем, ну, около 16 сантиметров, да? Дальше сколько рядочков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Так, и это у нас получается, ну, практически 14 сантиметров. Класс. Есть такая же плотность вязания. Есть такие же ниточки, есть такой же крючочек. Супер. Что скажете? Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. От вас я жду комментарии. До новых видео. Пока-пока.